Всем доброго времени суток. В этом видео я расскажу о монтаже стрелки с 481 радиусом и об особенностях этой стрелки. Сначала давайте посмотрим, что в комплекте идет. Сама стрелка, два прямых элемента по 64 мм, два элемента по 64 мм, вот с такими срезанными краями, для того, чтобы можно было стыковать рельсы вплотную, поскольку здесь небольшое расстояние и обычные прямые рельсы два здесь поставить невозможно, они один на другой просто залезают. И также 15-градусный радиус 481 идет. Значит, в чем особенность этой стрелки? В отличие от 718, которая является стрелкой с неизолированной крестовиной, стрелка с 481 радиусом имеет такие переключатели в виде болтиков с обратной стороны. И она разделена на три части: остряки, крестовина и рельса выхода со стрелки. Один из болтиков определяет, является ли крестовина запитанной, подается ли питание на крестовину. То есть, если его перекрутить в обратное положение, вот по умолчанию Frog Power стоит on, если его перекрутить в другое отверстие, то питание на крестовину подаваться вообще не будет, и мы получим стрелку с изолированной крестовиной. И два остальных болтика, они работают как бы в паре, и это режимы Power Routing и No Power Routing. В чем их отличие? В режиме Power Routing при переключении стрелки питание подается только на один из вот этих рельсов, в зависимости от того положения, в которое переключена стрелка. В режиме No Power Routing на этих рельсах постоянно присутствует питание, то есть они соединяются, нижний рельс с вот этим и верхний рельс соединен с вот этим на постоянной основе. Если же стоит Power Routing on, то при переключении стрелки у нас питание подается либо сюда, либо на этот рельс. Для тетрак рекомендуется использовать запитанную крестовину, то есть Frog Power On, и No Power Routing. Для этого нам нужно будет вот эти два болтика перекрутить. Для разметки на макете я сделал вот такой шаблон, вырезал. То есть все вот эти отверстия для болтиков. Для чего? Я в крышке просверлю отверстие, чтобы был доступ к этим болтикам, и в случае необходимости можно было поменять режим работы стрелки. И также здесь вот обозначен вырез для разъема проводов для переключения стрелки. Почему используются стрелки именно с 481 радиусом? Если соединить вот так напрямую две стрелки, то мы получаем межпутевое расстояние 33 мм, как это и должно быть у T-Track. Ну что ж, теперь я сделаю необходимое отверстие в крышке и дальше продолжим монтаж данных рельс. Прежде чем приклеивать рельсы, я отмечу, где у меня идет радиусный рельс, чтобы знать, где наносить клей. И также отмечу еще края стрелки. Для чего я это делаю? Поскольку стрелка с обратной стороны закрыта крышкой, не получится ее здесь вот проклеивать. Совсем немножко клея можно будет нанести, а основной клей будет вот в этих местах. Не забываем подключить питание для переключения стрелки.
теперь наношу клей. Где стрелочка, здесь совсем чуть-чуть. Так хорошо в торце наношу. И наношу клей поперек. Выравниваем рельсы по краям. Проверяю, чтобы они не выступали. И теперь при помощи вот этого постановщика с шаблоном проверяю расстояние между рельсами. И если есть необходимость, то корректирую. Здесь прорези для 3 путей, поэтому сразу все 3 я могу выровнять. Хорошенько прижимаю и убираю излишки клея. Еще раз проверяю межпутевое расстояние и отправляю под пресс до полного высыхания. Надеюсь, информация кому-то пригодится. Если будут вопросы по стрелкам, задавайте, с удовольствием отвечу на них. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.